правительства, мы с вами увидим, что в ближайшие несколько лет нас ожидает тотальная цифровая трансформация. Тотальная. И ровно об этом я хочу попросить сделать доклад нашего первого спикера, управляющего директора консорциума «Леонтьевский центр АВ Групп» Алексея Борисовича Крыловского. Прошу вас. Если можно вывести презентацию, и мы поговорим о регионах. Если позволите, я встану. Итак, уважаемые коллеги, сегодня время, когда нужно очень интенсивно бежать для того, чтобы не оказаться последним. Когда солнце встает, тебе лучше уже бежать. И тебе лучше выиграть в этой конкурентной борьбе, применяя самые последние технологии. Тебе нужно изменяться каждый день, тебе нужно адаптироваться, тебе нужно быть очень гибким, и только таким образом ты можешь быть конкурентоспособным. Поэтому сегодня об этом думают регионы. Поэтому в стратегиях социально-экономического развития вопросы трансформации занимают сегодня где-то даже ключевую роль. Потому что все остальное можно реализовать, так скажем, по инерции. А вопросы трансформации – это вопросы опережающего развития, это вопросы применения самых последних технологий, это в конечном итоге вопросы выживания регионов и создания тех условий, которые позволят привлекать лучших людей на свою территорию. Поэтому мы много лет занимаемся стратегиями. Консорциум «Леонтьевский центр АВ Групп» – крупнейший стратег Российской Федерации, и много лет последовательно реализуем стратегии опережающего развития. Мы вместе с Татарстаном это делали, Краснодарским краем, правительством Москвы. Сегодня вот реализуем стратегии, например, с Липецкой областью. В этой связи давайте посмотрим на общее мировое развитие. Каким образом развивается мир последние 2000 лет. В какой-то момент ресурсы играли ключевую роль. Потом индустриальные революции сменяли друг друга. И сегодня, вот где-то с 60-х годов, а в полной мере уже с середины 80-х, именно эпоха развития умной экономики становится преобладающей. И в этой связи роль и место Российской Федерации и ее регионов выходят на новый качественный уровень. Регионам нужно конкурировать. Почему? Потому что сегодня гораздо быстрее продукты, товары, услуги выходят на рынок. Если еще в начале прошлого века требовалось 60, 40, 30 лет, чтобы технологические продукты вышли на точку понимания рынка, на 20-30% охвата рынка, и порядка 60 лет для того, чтобы достичь насыщения рынком, то сегодня самые последние технологии, социальные сети, смартфоны, планшеты, о которых говорила Наталья Васильевна, вылетели на рынок за считанные годы. И те регионы, которые смогли развивать такой бизнес, лидируют. Они создали лучшие рабочие места, лучшие условия для самых передовых компаний. Вот компании, лидирующие на мировой карте с лагом в 50 лет. 1917 знаковый для нас, 67 и 2017. Сегодня практически карта не изменилась, поэтому этот лаг в 50 лет интересен. Ресурсные компании с уже большой ролью индустриальных компаний. Появление технологий 50 лет назад, в 67-м. И как раз начало эры умной экономики. IBM выходит в лидеры, и AT&T, American Telephone and Telegraph на втором месте, Kodak на третьем месте. А сегодня мы знаем, что так называемые гаражные компании, технологические компании, которые появлялись на инициативе отдельных предпринимателей, заняли лидирующие позиции. И все более таких компаний в списке крупнейших компаний мира. Поэтому и те цели и задачи, которые сегодня ставятся перед Российской Федерацией, вот те самые 5 национальных целей, одна из них – это цифровая трансформация. Но цифровая трансформация – это не просто два модных слова. Это фактически стратегия, направленная на преобразование всех направлений деятельности. Поэтому мы, например, оцениваем, и в этом году появился рейтинг
оценки готовности регионов к реализации национальных целей. Согласно этой оценке мы сформировали определенную такую лидирующую группу, 20 регионов. Лидерами в этой оценке являются Москва, Мособласть, Татарстан и Санкт-Петербург. Собственно говоря, привычные субъекты, но именно здесь происходят самые серьезные изменения в условиях для ведения бизнеса, жизни и качества людей и в конечном итоге цифровой трансформации. Что оказывает самое существенное влияние на цифровую трансформацию? В том числе активные решения правительства Российской Федерации. 22 октября 2021 года утверждены стратегические ориентиры цифровой трансформации, стратегические направления в области трансформации, которые, в общем-то, охватывают все направления деятельности. Целями цифровой трансформации государственного управления являются социально-экономическое развитие Российской Федерации. То есть мы говорим о полноформатном включении цифровой трансформации. Управление отраслями экономики, всеми без исключения, и социальной сферы, выраженную в росте реальных доходов населения, покупательной способности и в конечном итоге инвестпривлекательности и безопасности на всей территории Российской Федерации. Поставлены задачи, сформирована структура и указаны определенные ориентиры для ключевых проектов цифровой трансформации. Это и единая автоматизированная система сбора, обработки, анализа данных, единая платформа исполнения государственных муниципальных функций, системы контроля, реализации и достижения стратегических государственных задач. Под это сегодня переформатирована вся стратегическая система Российской Федерации, единая система предоставления государственных муниципальных услуг, отработка типологизации автоматизированного рабочего места и единой платформы разработки государственных информационных систем. Целый набор государственных нормативных актов сегодня позволит с начала до 2024 года для 50 миллионов россиян создать такую цифровую среду, а к 2030 году уже все массовые государственные коммерческие услуги должны быть доступны в цифровой среде. То есть аналоговая альтернатива всегда будет, и это очень важно, но цифровая возможность будет по всему спектру цифровых услуг. И это будет создано и в том числе благодаря инициативе «Госуслуги онлайн». Вот 100 госуслуг, оказываемых онлайн в момент обращения. К 2030 году 100% очных обращений через МФЦ и тотальная поддержка цифровизации. И сегодня регионы бегут и конкурируют в этом процессе, потому что созданы условия, выстроена стратегия федеральная, которая позволяет регионам выстраивать свои приоритетные направления. Вот здесь мы видим в верхнем правом углу регионы, которые поддерживают свои приоритетные отрасли. Если государство рекомендовало 6 направлений цифровой трансформации, то ряд регионов поддерживает 18, 17, 16, как мы видим, Пермский край, Чувашия, Забайкальский, Татарстан, 15 отраслей. И это не просто поддержка, это комплексная работа. Много лет сопровождая Татарстан, мы можем сказать, что были заявлены цели, отработаны институты поддержки, IT-парки, далее проект Иннополис, а сегодня комплексная работа по сбалансированному выстраиванию многоуровневой системы цифровой трансформации на региональном, муниципальном уровне, на уровне бизнеса, на уровне взаимодействия. Это порождает огромное количество проектов. Сегодня более 4000, практически 5000 проектов зарегламентированы в региональных стратегиях, и каждый из регионов прорабатывает эти проекты и выносит их на обсуждение и будет стимулировать их дальнейшую реализацию. Здесь звучал опыт Москвы, институт, организатор этого мероприятия рассказывал о позитивном опыте. Также интересен, вот, мы еще раз отмечаем опыт Татарстана, опыт Санкт-Петербурга, опыт Московской области, и каждый из регионов ищет свою изюминку. Например, Татарстан специализируется на искусственном интеллекте, платформенных решениях, больших данных, интернете вещей, цифровых двойниках. И сегодня прорабатывает такие проекты, как электронный детский сад,
централизованная исследовательская платформа, которая позволит большому количеству исследовательских институтов использовать данные из единого хранилища. Санкт-Петербург специализируется на нейротехнологиях, также искусственном интеллекте, компонентах робототехники, сенсорики, промышленном интернете, то есть во взаимосвязи с потребностями своего бизнеса. Московская область реагирует на свои вызовы и большую роль, например, уделяет тоже здравоохранению и такому пандемическому, постпандемическому этапу развития. Интересен опыт, который мы сегодня реализуем в Липецкой области. Мы не просто смотрим на цифровую трансформацию как отдельную единицу, мы решили вместе с командой региона выстроить цельную систему цифровой, управленческой и ESG трансформации, для того, чтобы обеспечить полноформатное изменение, которое идет, не просто реагирует на потребности бизнеса, а где-то даже перезадает новую планку бизнес-компетенции в этой области. И вот как раз я хочу последним слайдом показать такую модель, которая выстраивает флагманский проект ESG-трансформации с точки зрения тотального изменения механизмов управления, нового качества институтов, и все это спускается до целей устойчивого развития экологических, социальных, управленческих, через систему приоритетных проектов и большой поддержки бизнеса. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые друзья. Кликер, да, спасибо. Спасибо. Я рада вас приветствовать в зале. Надеюсь, что формат у нас смешанный, потому что сейчас офлайн все более и более трудный. И все более и более расширяется онлайн. Ну, собственно, мы с вами живем в эту эпоху. Да, действительно, я работаю в МТС. Мы двигаем очень интересные сервисы новые, в том числе Big Data в туризм. Но расскажу я не только об этом, а и в целом о том, что происходит сейчас в экосистеме МТС и почему цифровые сервисы, которые мы называем в том числе мирная Big Data, помогают и бизнесу, и администрациям в повышении эффективности. Ну, я думаю, что про МТС рассказывать можно вообще очень коротко, потому что мы на сегодняшний день крупнейшая телеком-компания. У нас 80 миллионов пользователей, и это не только абоненты, поскольку экосистема включает в себя и телевидение, и библиотеку, и музыку, и дополнительно все более и более растут сервисы, которые вам, в первую очередь, вам, людям и пользователям, и если мы с вами говорим о роли предпринимательской, помогают, действительно помогают использовать все наработанные технологии цифровые во благо. Поэтому узнаваемость бренда прекрасная, это Россия, безусловно. И в каких секторах мы работаем? Я перечислять не буду, вы читаете быстрее, нежели я говорю. Просто чтобы было само понимание. Экосистема МТС на сегодняшний день, как и любая экосистема, охватывает все области. Мы работаем и в секторе B2B, и B2G, и, естественно, самый основной и самый мощный сектор – это B2C, который постоянно анбордится, то есть мы постоянно взаимодействуем со своим потребителем, понимая, что хватает, а что не хватает. И эта активная позиция наших потребителей, она помогает МТС быть лучше. Поэтому решений много, решения все, про которые я говорю, цифровые, это действительно решения, которые позволяют двигать очень разные области, в том числе к нам можно обращаться и за облачными технологиями хранения данных, в телеком, то есть огромное количество информационной безопасности, аналитика, огромное количество сервисов, которые, как я и говорила, помогают жизнь делать лучше. Вот этот термин мирная Big Data, на самом деле, он появился, знаете, в последнее время люди напрягаются, такой сленговый вариант, напрягаются на то, что мы отслеживаемся по телефонам. Но, с другой стороны, это тренд, который мы с вами знаем, от ребенка до самых-самых пожилых жителей России, мы все уже находимся в формате взаимодействия с гаджетом и кибернетическими системами мы стали с вами незаметно. А это означает, что у каждого пользователя
смартфона, безусловно, есть то количество данных, которые можно и нужно анализировать. Ну, собственно, какие они, да? Где мы находимся? Это, безусловно, и промышленная аналитика, и видеонаблюдение, и голосовые помощники, которые с умными колонками помогают, и любые станции, которые можно использовать. Соответственно, основное, о чем я сегодня буду рассказывать, та самая мирная бигдата, это те области, где бигдату можно использовать. Значит, смотрите, на сегодняшний день при 80 миллионах пользователей у нас на каждого деперсонализированного пользователя, это важное замечание, потому что мы соблюдаем законы о защите персональных данных, у нас порядка 1200 меток. Я сейчас говорю в первую очередь о геотрекинге, потому что телефон является показателем перемещений. И при этом мы, собирая и пересекая, ну так называемым матчем, да, базы, мы получаем информацию, естественно, не только о передвижении анализируем, но и все то, что можно и нужно приводить в систему именно использования. Ну, у нас есть МТС-банк, поэтому платежные данные мы тоже видим не так широко, как Сбербанк, но тем не менее эти данные у нас тоже есть. Поэтому то, что мы используем, мы прежде всего отрабатываем у себя. Это экономический эффект, который за последние 3 года. На самом деле циферка маленькая, мне внутри компании говорят, она реально там больше. Ну, вот она пока такая, 4 миллиарда экономии за 3 года ровно, потому что все сервисы, которые мы использовали, мы сами прежде чем выводить на рынок, мы, безусловно, сами использовали для себя. И какие они? Значит, подборка кандидатов. Ну, вы знаете, в компании работает огромное количество, более 60 тысяч человек. Бигдата используется и в этом формате. Есть вот этот сервис, который на сегодняшний день представлен, он уже не в формате MVP, он плотно на рынке, и мы хорошо работаем с регионами, с администрацией, называется это цифровая модель региона или МТС-регион. Значит, что здесь? Здесь сектора. Я потом немножко уйду в ту область, которую я максимально реализую, наши сервисы и показываю клиентам. Но, в принципе, в целом, геоэффект. Геоэффект – это для бизнеса, в первую очередь, когда вы хотите, например, открыть новую точку. Прежде чем открывать новую точку, магазин, салон или, может быть, там торговый центр, нужно понять, какая потребность есть у людей вокруг. Очень часто ошибки, когда, например, открывается детский сад в совершенно шикарном месте, а по факту оказывается, что там живут бабушки и дедушки, к которым внуки приезжают, и вроде дети-то есть, но дети в детский сад не ходят. Вот геоэффект очень такой сервис близкий именно под задачу, каким образом мы взаимодействуем с аудиторией, совершенно доступный, в пределах 20 тысяч стоит отчет рублей. И при этом геоэффект – это такой маленький кусочек. С транспортом интереснее. С транспортом мы видим логистику с точки зрения нагрузки и с точки зрения узких мест. Будут немножко кейсы, я чуть-чуть об этом расскажу. Цифровой туризм, ну, понятно, это та область, в которой я немножко подробнее буду рассказывать. Градостроительство – это инфраструктурные проекты. Здесь опять та же самая история, что и с геоэффектом, но в данном случае, прежде чем делать застройку, нужно понимать, какие жители смогут приехать, логистика та самая, каким образом есть взаимодействие с потребителем и какого рода жилье можно и нужно строить. Градостроительство касается не только объектов недвижимости жилых, но, естественно, коммерческих и, естественно, и туристических инфраструктурных проектов. Вы знаете, мы в России взяли курс на внутренний туризм, пандемия нам в этом месте помогла развивать внутреннюю историю. На сегодняшний день выделено каждому городу, вот недавно Мишустин об этом говорил, порядка 250 миллионов на именно инфраструктурные проекты каждому городу в России. И это означает, что те места, где мы с вами отдыхаем, все более и более обустраиваются. Те места, где мы с вами хотим отдохнуть, появляются новые проекты. И, естественно, в работе с государством и бизнесом появляется все то, что делает нашу с вами жизнь лучше. Ну и цифровой житель. Цифровой житель – это сервис, который позволяет видеть миграции, позволяет видеть занятость, позволяет понимать, каким образом люди взаимодействуют внутри. Как я и сказала, 1200 меток на каждого деперсонализированного нашего пользователя. Поэтому основные
преимущества этого сервиса. Это рейтингование, это аналитика. Но вот вы пока читаете, я основное скажу. На самом деле это подписка. То есть это не отчеты, это не консалтинг. Мы работаем, анбордим, да, в постоянном взаимодействии находимся с нашими клиентами именно в формате сервиса, которому дается доступ по подписке. И дальше каждый из потребителей сам выбирает фильтрацию, которая необходима. И, по сути, не могу сказать в режиме реального времени, но с небольшим запаздыванием видят данные. У нас самое-самое-самое плотное понимание по данным. 62 на 62 метра квадратных у нас получается, да, квадратик такой, мы видим настолько детально. Мы не видим каждого человека отдельно, повторюсь, мы еще и деперсонализируем данные, но по факту все, что необходимо проанализировать, мы можем построить, вы, как потребители, можете построить в формате задали фильтры, задали территорию и получили по факту те отчеты, которые вам нужны. Ну и, соответственно, когда мы говорим о туризме, когда мы говорим о том, каким образом он развивается, естественно, каждый регион в России нацелен на то, чтобы туристов становилось больше. Я думаю, что это не российская история, только-только мы слушали спикера, который говорил про Японию, и тоже упоминалась аналитика как инструмент для того, чтобы понимать, как и что нужно людям предлагать, естественно, нужно анализировать. Но это стандартная, в Советском Союзе это называлась система поддержки принятия решения. На сегодняшний день она реализована полностью в формате цифровой модели региона. Еще один сервис, который мы используем, это продвижение. Но вот в данном случае мы говорим о управлении туристическими потоками. У нас есть Welcome SMS. Я думаю, если вы пользователи МТС, то, приезжая в тот или иной регион, вы получаете эту СМС «Добро пожаловать» в тот или иной регион. Значит, мы хотим, чтобы этот сервис представлял из себя не просто welcome, а еще и обязательно был добавлен рейтингами тех или иных услуг в регионе. Это тоже важная история. Соответственно, идет взаимодействие. Ну, с точки зрения работы с регионами, на сегодняшний день более 40 регионов нашими сервисами уже пользуются активно. И есть такие, как Самара, я про нее отдельно расскажу. Значит, то, что касается управления туристическим потоком, естественно, мы сейчас выделили в отдельное направление. Это же не просто так экосистема. И хотим, чтобы все, что необходимо для путешествий, покупка билетов, покупка размещения, возможность приобретения экскурсий, было представлено в сервисе. Естественно, используем большие данные, но по факту сейчас как раз разрабатываются новые продукты, поэтому если у вас есть предложения, если у вас есть партнерские предложения, мы всегда рады сотрудничеству и готовы рассматривать общие совместные взаимодействия. Следующий продукт, о котором надо говорить отдельно, это тоже сервис. И он, если цифровая модель региона, ну, последние 1,5 года мы так активно двигаем как сервис, то МТС-маркетолог, сервис, который показал свою успешность как во внутренних наших продуктах, так и внешне, уже более 3 лет работает. О нем очень плохо пока знают в туризме, ну, ровно потому, что само направление, как направление, выделилось и в России-то в целом, вот за последние 2 года. Но с точки зрения работы с этим сервисом, я люблю это выражение использовать. В свое время Огилви говорил, что 50% денег на рекламу тратится зря. Знать бы, какая половина. Наш сервис МТС-маркетолог эту ситуацию изменил в корне. Потому что нет необходимости бюджетировать то, что называется ковровым покрытием, будет просто информировать клиентов о ваших услугах. МТС-маркетолог в первую очередь это, безусловно, работа для бизнеса, это взаимодействие с клиентом точечно, хорошо понимая, каким образом, а не какими триггерами необходимо с этой целевой аудиторией взаимодействовать. У нас есть и рекламное агентство внутри встроенное. И это все способы связи, каким образом мы можем достучаться в момент выбора, в момент принятия решения. Поэтому МТС-маркетолог экономит бюджеты рекламные в 3,5-4 раза. Эти цифры подтверждены нашими клиентами. Соответственно, любые способы связи МТС-маркетолог
мы используем, и любые взаимодействия, которые помогают видеть, хорошо понимать, что происходит с потребителем. Повторюсь, мы хорошо с вами понимаем, что каждый из нас уже обладатель смартфона. Это, по сути, такая система, которая постоянно находится во взаимодействии с внешней аналитикой. Вот когда человек передвигается, мы с вами передвигаемся, нас видят и нам предлагают ровно то, что необходимо. Буквально перед Новым годом был один прекрасный кейс, я его здесь пока не отражаю, он под NDA, но отдельно расскажу. Значит, Самарская область, кейсы это всегда чем можно похвалиться. Повторюсь, у нас более 40 регионов активно работают, но Самарская область уникальна в том, что мы уже сейчас в 3-м, в 4-м контракте, который предлагается командой из Самарской области. Значит, что произошло? Вот конкретно этот кейс. Через аналитику стало понятно, что в Самару много прилетает людей из Калининграда. Через Москву, понятно. У нас же с вами солнышко, все через Москву летаем. А тут оказалось, что по аналитике достаточно заметный поток с Калининграда. Калининград – это наши западные ворота, много иностранцев, пока у нас пандемии не было, это точно было так. И, соответственно, самарцы просубсидировали направление отдельное через полеты. И у них сейчас есть отдельный рейс Калининград-Самара. И это все выяснилось через большие данные. Для чего я это так подробно рассказываю? Просто некоторые кейсы возникают там, где мы не очень знаем, но в момент, когда команда активна, они нам сами говорят: так, смотрим теперь вот эту сторону. Посмотрели, увидели вот прекрасное направление, дальше сервисом пользования идет. Давайте посмотрим событийный туризм. После чемпионата мира практически во всех регионах есть большие стадионы. Основная задача их наполнять. Каким образом? Это тот самый событийный туризм. Плюс у МТС есть направление entertainment, которое разрабатывает и внедряет новые, хорошие, зрелищные продукты. Вы знаете, наверняка, если вы пользуетесь Кионом нашим, это наше телевидение, то цифровое телевидение, то наверняка и видите, тот же Вертинский снимался командой нашей, потом уже выходил на рынок. Значит, следующий кейс. Амурская область, вот та самая логистическая история, где стало понятно, где какие узкие места по логистике, где на трассе надо обратить внимание, где поставить инфраструктурные новые объекты для того, чтобы людям было удобнее. Санкт-Петербург. С Санкт-Петербургом идет плотная работа, это, естественно, один из кейсов. В данном случае шла динамика, мы проверяли, какая у нас численность посетителей на одном из мероприятий. Повторюсь, Санкт-Петербург – это очень быстрое принятие решений, поэтому там контракт очередной. Я в следующих выступлениях расскажу про следующие кейсы. Ярославская область. В ноябре прошлого года в Ярославской области собрались 9 регионов для того, чтобы разработать новый продукт. Туристически называется это «Большое золотое кольцо». И на сегодняшний день Ярославль, наверное, такой флагманский регион, который аналитику больших данных использует просто по максимуму. Тот кейс, о котором я вам обещала упомянуть, пока без названий, но вот также после моего выступления, по-моему, я в Сколково выступала, поступил звонок, и представитель одной крупной корпорации сказали: мы градостроительная компания, у нас есть несколько, точек присутствия. В одной из точек присутствия мы построили аэропорт. А поскольку пользуемся не только мы, есть необходимость раскрутить это место как жемчужину. Какие могут быть инструменты? Чем вы можете нам помочь? Естественно, был вопрос, насколько вы владеете рекламными инструментами. Выяснилось, что в корпорации нет даже рекламного отдела, поскольку, повторюсь, это большая градостроительная компания, у которой сектора совершенно другие. И что мы в итоге предложили? Мы разработали рекламную кампанию на основе не тех людей, которые приезжают, и постучались не тем людям, которые в этот город уже исторически сложилось, пользовались любыми способами доставки, аэропорт просто стал удобнее. А мы во всем нашем массиве информации нашли всех тех, кто готов ездить в небольшие города. Запустили пилотник, и вот я могу вам сказать, угадайте, не угадайте, этот город, даю подсказку, он прозвучал в «Елке 8» в том числе. Я, правда, не смотрела, но говорят, он там есть.
И в момент, когда случились новогодние праздники, очереди в рестораны были такие, что не хватало посадочных мест. Так работают сервисы, которые мы внедряем. Очень живые кейсы, очень много их. Я готова к вопросам, я готова к сотрудничеству, потому что наша основная задача, конечно, вместе со всеми, вместе с россиянами, потому что МТС – это российская компания, прозрачная компания, компания ориентирована на большое-большое сотрудничество. Вот делать нашу жизнь удобнее, быстрее и ярче – это наш слоган. Спасибо большое. Коллеги, добрый день. Приветствую. Спасибо спикерам за интересные доклады. На самом деле цифровизация проникает во все аспекты нашей жизни. Это и бизнес, это и наша личная жизнь, да, за нами следят. Ну и, естественно, это все, что связано с государством, взаимодействием с государством. Именно вот про это я хотел бы поговорить. Какой вообще тренд? Да, он на самом деле глобальный. Это то, что между бизнесом, между физическими лицами, налогоплательщиками, государственными органами увеличивается объем информации, который передается. Плюс, если мы говорим про отчетные формы по налогам, то те формы, которые мы сдавали, например, 15 лет назад, они гораздо были проще, да, они были гораздо менее объемные. И тот объем раскрытия, который требуется сейчас, он значительно вырос. Естественно, это все стало возможно за счет автоматизации, за счет того, что многие сейчас данные у нас готовятся автоматически, да, компьютером, подгружаются, обрабатываются, передаются. Налоговые органы на самом деле тоже используют автоматические контроли для проведения мероприятий. И мы на самом деле движемся очень быстро. Россия одна из лидеров в этом направлении. И сегодня я вот хотел бы рассказать более подробно про такой механизм, который развивается по всему миру, и он развивается в России очень хорошими темпами. Он называется налоговый мониторинг. И за рубежом его название Cooperative Compliance, либо Horizontal Monitoring. Он пришел к нам в налоговый кодекс 5 лет назад, но сейчас у нас уже больше 300 компаний, которые применяют данный механизм налогового администрирования. И он действительно имеет ряд выгод для бизнеса. Изначально, когда его добавили в налоговый кодекс, да, нормы добавили в налоговый кодекс, которые позволяют, чтобы этот механизм заработал, сначала на него переходили исключительно крупные компании, да, гиганты, можно сказать, российской экономики. Потихоньку стал подтягиваться крупный бизнес из других отраслей, да, не только, например, нефтянка, не только металлургия, да. Сейчас у нас практика представлена налогоплательщиками из всех сфер экономики. Это и потребительский сектор, это финансовый сектор, это и телеком, и сфера интернет. И что важно, что принята концепция развития налогового мониторинга, и были снижены входные пороги для бизнеса для перехода в этот режим. То есть теперь это не только крупнейшие там, компании, там, топ-200, да, но это крупный бизнес, но количество налогоплательщиков, которые могут претендовать на этот режим, составляет порядка 5-7 тысяч вот, по нашим оценкам. Что дает? Да, что дает бизнесу? Почему, собственно говоря, сейчас такой у нас интересный переход на налоговый мониторинг? Там заложена очень интересная концепция. Концепция заключается в том, что инспектор должен проверять здесь и сейчас. Вот ретроспективный контроль, когда прошел отчетный год, и потом у нас, собственно говоря, есть 3 года срок исковой давности для открытия проверки, это неэффективно. Неэффективно как для инспектора, потому что за многими компаниями лучше, собственно говоря, смотреть сразу, да, пресекать там различные моменты, которые могут возникать. И для бизнеса тоже как бы это определенная нагрузка, потому что через 3 года может смениться ответственный на этом участке. Документы могут уже быть переданы в архив. А на практике там на самом деле не 3 года, с учетом срока проверки порой получается все 5. Когда компании в налоговом мониторинге, их проверяют прямо сразу в течение отчетного года, плюс 9 месяцев после
завершения отчетного периода. И, естественно, это большой плюс, потому что этот срок проверки, он снижается с 3 лет до всего лишь отчетного года и 9 месяцев. Другой такой момент – это то, что поскольку этот режим поддерживается Федеральной налоговой службой, то есть и вообще этот режим, он предполагает, что налогоплательщик сам добросовестно исполняет свои обязанности, а роль Федеральной налоговой службы помочь ему в этом. То есть тут налоговый орган на самом деле выступает как сервисная организация. И в рамках режима налогового мониторинга нету традиционных камеральных и выездных проверок. Все взаимодействие проходит в рамках налогового мониторинга, и как следствие нету штрафов. Штрафы могут быть на самом деле весьма значительные, от 20 до 40% суммы до начислений. И, естественно, это большой плюс для компании, потому что действительно есть у нас спорные вопросы в налоговом законодательстве. Даже если ты хочешь все делать честно и правильно, всегда есть риск, что интерпретация конкретной нормы может измениться. И вот в рамках режима налогового мониторинга можно быть уверенным, что у тебя не будет штрафов, что ты можешь этот вопрос обсудить, и если налоговые органы не согласны, как отражается та или иная операция, сделать корректировку. Плюс в рамках режима налогового мониторинга можно еще обратиться за разъяснением по спорному вопросу, и тогда предоставляется тебе мотивированное мнение. Отличительная еще особенность – это то, что в рамках режима налогового мониторинга компания должна сама следить за тем, как правильно посчитаны налоги, и для этих целей она разрабатывает систему внутреннего налогового контроля. Должны быть определены налоговые риски, на них наложены контрольные процедуры для управления этими рисками. И инспектор, он на самом деле проверяет не только уже то, как отражены те или иные операции для целей налогового учета, как они попали в налоговую декларацию, но инспектор проверяет именно, каким образом выстроена система внутреннего налогового контроля, насколько она зрелая, да, насколько она действительно надежная. Потому что, если мы говорим про крупный бизнес, там могут быть вообще миллиардные обороты, да, невозможно все проверить самостоятельно вручную. То есть это должны быть автоматические контроли, и сам налогоплательщик должен следить за тем, что у него данные правильные, что они целостные, что все операции действительно были отражены. И по отзывам могу сказать так, что те компании, которые перешли на налоговый мониторинг, разработали систему внутреннего налогового контроля, они на самом деле отмечают большие плюсы и для себя, потому что это им дает определенный порядок, определенные инструкции внутри компании, да, которые на самом деле используются также сотрудниками, и тем самым повышается общая эффективность налоговой функции. Если говорить про взаимодействие с налоговым органом в рамках налогового мониторинга, то есть 3 способа. Есть такой способ, когда документы отправляются через оператора ИДО, называется по ТКС, да, по телекоммуникационным каналам связи. Это такой механизм взаимодействия, он совсем простой. Это то, что компания, бухгалтер прикрепляет регистры определенные, да, определенные документы и отправляет их на регулярной основе, например, ежемесячно в налоговый орган. Автоматизация здесь небольшая. Поэтому этот способ он не приветствуется. Более активно развиваются такие способы, как предоставление доступа инспектору в систему, где ведется бухгалтерский налоговый учет, а также такой способ, как организация взаимодействия через витрину данных. Витрина данных – это платформа, которая соединяет инспектора и соединяет компанию. Если говорить про статистику, то, конечно, витрина данных является более популярным способом. Это 68% всех участников. И хотелось сказать сразу, почему она так популярна, почему она необходима. Во-первых, у многих компаний, если мы говорим особенно про крупный бизнес, про международные компании, у них несколько систем, откуда данные собираются для подготовки бухгалтерской налоговой отчетности. Естественно, тут сразу дилемма возникает, а как эту всю информацию налоговым органам раскрыть, и витрина данных как раз позволяет эту информацию собрать в одном месте, ее органично выстроить понятным образом, доступным способом, и всю эту информацию суммированно представить налоговому органу. Другой такой момент – это то, что есть еще вопросы конфиденциальности, безопасности, и
когда это витрина данных, то, как правило, это дополнительный барьер за тем, чтобы посмотреть все-таки, какие данные предоставляются. Это дополнительный барьер контроля, чтобы посмотреть, что действительно правильные данные предоставляются. Ну и плюс, как показывает практика, особенно если в компании много систем, либо зарубежные системы, то в витрине данных возможно реализовать удобный интерфейс для работы. Какие есть вообще задачи этой витрины данных? Да? Зачем она, так сказать, нужна инспектору? Да? Почему налоговые органы хотят ее видеть в рамках налогового мониторинга? Во-первых, там вот этот реализуется принцип, так называемый на английском drill down, на русском переводится как проваливание от общего к частному. Да? То есть каждая строка налоговой декларации должна расшифровываться сводными регистрами, они должны подтверждаться аналитическими регистрами. Дальше можно, чтобы было посмотреть уже все операции в журнале хозяйственных операций. И каждая хозяйственная операция должна подтверждаться первичным документом. И вот этот принцип проваливания, он реализуется в витрине данных. Инспектор может провалиться и, по сути дела, например, если мы возьмем налог на прибыль, каждую строку дохода из декларации или каждую строку расхода из декларации, сразу посмотреть, что туда включено, какие есть первичные документы, и найти те операции, на которые следует обратить внимание, на которые более детально проанализировать. Такой важный еще момент, что витрина данных позволяет не только вот эту информацию предоставить, она еще на самом деле следит за пользователями. То есть мы можем следить за тем, какую налоговый орган информацию смотрит, что он запрашивает, а инспектора тоже на самом деле могут отслеживать действия своих пользователей, и тем самым это такой дополнительный контроль с двух сторон. В витрину данных встраиваются еще дополнительные модули. Вот, это тоже отличительная особенность. Например, можно встроить систему внутреннего контроля, которая есть в компании, чтобы там аккумулировалась информация о всех контрольных процедурах, которые проводятся, о их результатах, с отклонениями либо без отклонений. Статистика собиралась по результатам выполнения этих контрольных процедур, что на самом деле очень удобно, когда это все в одном месте. Другой важный аспект, что витрина данных — это еще платформа взаимодействия между инспектором и бизнесом. И если есть какой-то запрос, то тогда инспектор сразу там его задает в соответствующем поле. Да, компания может ответить сразу, может ответить в определенное время, как предусмотрено налоговым кодексом. Но это гораздо удобнее, чем формальные письма, которые обычно отправляются через ТКС. Поэтому плюсов у витрины данных много. Интерфейс у нее тоже очень такой симпатичный, да, то есть это web-based интерфейс, как обычное окно в браузере. Вот, можно там смотреть графики, отчеты. Вот. Сейчас много уже разработок на рынке, да, то есть и это от крупных ERP-провайдеров идут разработки. Есть от IT-компаний, наша компания КПМГ тоже предлагает свое решение для организации витрины данных. Поэтому тема на самом деле активно развивается. Вот. Хотелось бы еще сказать пару слов про платформу для управления рисками. Она нужна для системы внутреннего контроля. И на самом деле за этим тоже будущее налоговое администрирование, будущее развитие налоговой функции. Могу сказать так, что компанию внедряют даже не те, которые в налоговом мониторинге, а те, которые считают, что это будет полезно. Плюсы действительно есть, потому что мы регламентируем подход к оценке рисков с точки зрения их выявления, оценки вероятности, оценки материальности. Мы следим, что у нас все риски покрыты контрольными процедурами, и у нас есть регулярная отчетность, что эта вся информация собирается, и все проблемные зоны, которые выявляются, на них разрабатывается план действий, и все мероприятия по плану действий контролируются. Отличительная особенность еще системы внутреннего контроля, что она охватывает всю компанию, там, как правило, много пользователей, это не только бухгалтерия, это и IT-специалисты, это и закупщики, это и коммерсанты. И вот чтобы всех их объединить, все их взаимодействие сделать эффективным, для этого как раз нужна платформа для управления системой внутреннего налогового контроля. А куда же мы движемся? Какой у нас тренд? Да.
пару слов хотелось сказать в заключение. Я думаю, что вы многие тоже видите, как у нас развивается Федеральная налоговая служба. Ряд налогов они уже считают сами, да, там, например, налог на имущество, который приходит всем физическим лицам по итогам года, и на основании этого уведомления нужно заплатить налог. Так вот, развивается это все таким образом, что, возможно, Федеральная налоговая служба будет все больше работы делать самостоятельно и уже будет присылать, по сути дела, счет на уплату налогов. Возможно, даже когда-нибудь будут и деньги автоматически списывать. Вот. Но я думаю, что плательщики с этим, конечно, не согласятся, да, потому что все-таки надо следить, что у тебя там списывают автоматически. И мы видим, что вот эта цифровизация, она идет. Вот, например, если мы говорим про физических лиц, это режим для самозанятых, да, когда каждый самозанятый может зарегистрироваться, стать на учет через мобильный телефон в соответствующем приложении. Регистрация занимает буквально 5 минут, а то и меньше. Дальше он туда забивает свои доходы, и система автоматически ему считает налог, он прям там платит с помощью, например, банковской карты. То есть очень удобный режим. Он кардинально отличается от традиционных форм отчетности, которые мы сдаем в налоговый орган. И у бизнеса на самом деле то же самое происходит. Есть изменения по налоговому имуществу, по транспортному налогу, как там готовятся декларации. То есть идет у нас позитивный тренд, но улучшение. Но чтобы это все работало, да, это подразумевает, что все больше данных должно поступать в Федеральную налоговую службу. То есть они должны быть интегрированы с Росреестром, они должны быть интегрированы с другими государственными органами. И накапливать эти данные, обрабатывать. И будущее как раз за этим. Если поговорим про налоговый мониторинг, то сейчас очень активно уже разрабатывается, тестируется, чтобы налоговая система налоговых органов, которая называется ИС-налог-3, она стыковалась с информационной системой плательщика. Это прямое подключение, специальный протокол взаимодействия, и налоговые органы могут запрашивать эти документы напрямую, без оператора ЭДО получать эти документы, смотреть различные аналитики. В будущем планируют роботов запускать в информационную систему для проведения автоматических контрольных процедур. Поэтому тема очень интересная, вот, активно развивается. И посмотрим, куда это все приведет. Илларион Сергеевич, можно я на правах модератора вопрос вам задам? Пожалуйста. Про МТС я все понимаю, у них свои серверы, и всю информацию они обрабатывают и продают ее в рынок. Про вас не понимаю. Налоговый мониторинг, где хранится информация, которую вы собираете? Абсолютно точно не в ФНС. И какие, кстати, у вас взаимоотношения с налоговой службой? Они покупают у вас эту информацию, или вы ее просто предоставляете? Кто чей пользователь? С точки зрения раскрытия информации, то у нас есть налоговая тайна. Да? Прописано это все в налоговом кодексе, и это довольно-таки строго, что можно раскрывать. Поэтому даже налоговые органы на самом деле не имеют права раскрывать данные по каждому налогоплательщику. Я не об этом спрашиваю. Вот вы каким-то образом, да, убедили ваших клиентов, что они должны, как перед доктором, перед вами открыться с точки зрения того, что они делают, да, какие налоги им положены. А ФНС к этой информации потом имеет доступ или как? Данные, хороший вопрос, но ряд данных, они автоматически поступают в налоговый орган, да, и хранятся там. То есть это все, что регламентированная отчетность, там, налоговые декларации и запросы пояснений для подтверждения данных в налоговой декларации. Плюс у компаний по-любому они все данные, которые связаны с бухгалтерским налоговым учетом, они хранят у себя на серверах. Как правило, там очень строгие требования по информационной безопасности реализованы. Мы, когда работаем с компаниями, мы эти данные себе не берем. То есть мы, как правило, подключаемся к компании, потому что это громадные объемы. Просто вот их задублировать. Ну, то есть ваш налоговый мониторинг — это просто аналитический инструмент, да, вы получаете данные, строите какую-то аналитику и дальше возвращаете их
компании, а у вас остается вот только Да. итоги той работы, которую вы провели. Вы знаете, это на самом деле очень хороший вопрос, потому что налоговые органы, когда думали, как будет идти взаимодействие, IT-взаимодействие в рамках налогового мониторинга, именно автоматические налоговые контроли, они думали, что, может быть, действительно забирать все данные от компаний, потом уже их анализировать. Но это такой массив данных, что не хватит, мне кажется, даже центра хранения данных. Я это хорошо понимаю в силу математического образования, в том числе, я поэтому спросила, на чьих серверах это все происходит. Пока что это происходит на серверах компании, и, естественно, основной массив данных будет храниться там. Но налоговые органы хотят иметь доступ к серверу, где хранятся эти данные. И тут еще сразу возникает такой смежный вопрос, что у всех сейчас данные, они в разном формате, можно так сказать. Чтобы эти данные анализировать автоматически, нужно внедрить единую модель данных. То есть, по сути дела, налоговый кодекс нужно оцифровать. То есть все вот положения, все статьи привести к единому формату и его внедрить. Понятно. То есть в ближайшее время нам не грозит уведомление от ФНС о том, что мы обязаны подключиться к налоговому мониторингу и начать с вашей помощью анализировать свои финансовые потоки. Ну и вообще, если говорить про режим налогового мониторинга, он добровольный. Да, то есть он имеет плюсы для компании, и он поэтому добровольный.